Сон здорового человека занимает порядка 30% всей нашей жизни. Однако у нас не принято задумываться о важности аксессуаров для сна. И совсем напрасно. Темой этого выпуска станет подушка, а точнее правильный ее выбор. Здравствуйте, мои хорошие! Главная задача подушки – поддерживать позвоночник человека в анатомически правильном положении. Это важно не только для полноценного сна, но также и для восстановления сил всего организма, расслабления мышц после тяжелого дня. Подушка берет на себя вес головы, давая отдыхать позвоночнику. В случае, если она выбрана неправильно, шея и плечи не получают достаточной поддержки или находятся под неестественным углом, который вызывает скручивание и напряжение мышц. Позвоночник не выровнен должным образом, а значит, организм не отдыхает, что приводит к головным болям, чувству разбитости, болям в шее, спине, грудине и поясничной области. Кроме того, неправильно подобранная подушка со временем станет причиной развития проблем с опорно-двигательным аппаратом. Чтобы правильно выбрать подходящую модель, следует обратить внимание на такие параметры, как форма, размер, высота подушки, степень ее мягкости, наполнитель, качество чехла и детали пошива. Форма подушки может быть самой разнообразной, но наиболее подходящие для сна квадратные и прямоугольные. Полукруглые предназначены для отдыха сидя. В форме валика – для кратковременного расслабления. В виде круга и других фигур выполняют декоративную функцию. Главными критериями, от которых зависит правильный выбор размера подушки, служат ширина плеча и высота шеи. Исходя из вышесказанного, для взрослого человека оптимальным размером является подушка 50 на 70 см или 40 на 60 см, которая позволяет рационально использовать пространство кровати и максимально комфортно чувствовать себя во время сна. Что касается высоты подушки, тем, кто предпочитает спать на боку, нужна относительно высокая подушка, потому что когда вы лежите на боку, положив голову на подушку, позвоночник должен находиться на одной линии от шеи до нижней части спины. В этом случае высота подушки соответствует ширине плеча. В среднем она составляет 12-16 см. Любителям спать на животе нужно что-то невысокое и мягкое, чтобы избежать деформации шейного отдела позвоночника. В этом случае выбирайте самые низкие модели от 6 до 8 см. А вот тем, кто предпочитает спать на спине, нужна подушка средней толщины, чтобы выровнять голову и шею, как если бы человек находился в вертикальном положении. Здесь подойдут подушки высотой от 9 до 11 см. Если вы постоянно переворачиваетесь, также выбирайте подушку средней высоты. Она должна быть достаточно мягкой, чтобы ее можно было как-то подстроить под текущую позу сна. Но независимо от того, в каком положении вы спите, подушка должна находиться под вашей головой, а не под плечами, и должна иметь толщину, позволяющую голове находиться в естественном положении относительно тела. Жесткость подушки также определяется позой во время сна. Тем, кто привык спать на боку, нужна жесткая подушка, хорошо поддерживающая голову и шею. Людям, которым удобнее спать на спине, можно выбрать подушку средней жесткости, а любителям спать на животе нужна подушка помягче. Также следует учесть, что при сильном храпе необходима более жесткая подушка, при повышенном артериальном давлении высокая, а при головных болях упругая средней плотности. Наполнитель и материал подушки – это наиболее важный параметр, на который следует обратить внимание при ее выборе. Именно от их свойств в полной мере зависит поддерживающая способность подушки, а также способность обеспечивать правильное положение вашего позвоночника во время сна. Ткань подушки должна быть плотной, но при этом хорошо пропускать воздух, а швы аккуратно обработанными, без растрепанных нитей. Что касается наполнителя, они делятся на натуральные и синтетические. У каждого типа наполнителя свои преимущества и недостатки. К натуральным наполнителям относят бамбуковое волокно, гречневую лузгу, хлопок, пух или перо, шерсть, конский волос, сухие травы, водоросли, волокно кокоса, сена, ореховые перегородки, шишки хмеля и так далее. Все они обладают легким массажным эффектом, устраняют боли и напряжение мышц, в некоторых случаях действуют успокаивающе и служат в качестве ароматерапевтов, нормализуя сон.
Эти подушки принимают форму тела, при этом они довольно плотные и создают хорошую опору во время отдыха. К недостаткам относятся недолговечность службы 2-4 года, невозможность стирки и чистки, шелест при движении. Подушки из пуха, пера, гречневой лузги в меньшей степени поддерживают шейный отдел позвоночника, так как имеют свойство сминаться. Кроме того, такие подушки рекомендуется менять 1 раз в полгода, так как в них могут накопиться болезнетворные микроорганизмы, пыль, плесень и клещи. Также не стоит забывать о том, что растительные наполнители способны спровоцировать развитие аллергических реакций. Самым сильным аллергеном считаются пух и перо, но вызвать неприятные симптомы может даже бамбуковая подушка. Из синтетических наполнителей отдельно хочется выделить пену с эффектом памяти, силикон, шарики пенополистирола, искусственный латекс. Именно они обеспечивают хорошую поддержку головы и имеют отличные эксплуатационные характеристики, более продолжительное время. В синтетических наполнителях не заводятся клещи и другие насекомые. Они неприхотливы в уходе и имеют приемлемую стоимость. Их также используют при изготовлении анатомических подушек. Из распространенных наполнителей самыми мягкими будут пух, натуральный и искусственный, холофайбер, бамбук, хлопок, шелк. Шерсть, материалы с эффектом памяти, гель считаются наполнителями средней мягкости. Жесткий наполнитель – это латекс, гречневая лузга. Отдельного внимания заслуживают ортопедические подушки. Данный вид изделий с анатомическими свойствами применяются при искривлениях позвоночника, травмах, остеохондрозе, повышенном тонусе мышц, смещениях позвонков, нарушении артериального давления, проблем с дыханием. Правильно подобрать ортопедическую подушку по индивидуальным показаниям может только врач. Поэтому приобретать ее, опираясь на свои стандартные предпочтения, не рекомендуется. А при отсутствии серьезных симптомов их и вовсе не следует использовать для ночного сна, так как они не могут обеспечить полноценный отдых. Как понять, что пора менять подушку? Первое. Просто посмотрите на подушку без наволочки. Как она выглядит? Все нравится? Нет ли пятен? Не образовались ли дыры? Не торчит ли перо? Нет ли очевидных провалов в наполнителе? Принюхайтесь, чем она пахнет. Дело в том, что подушка – настоящий пылесборник, где живут мертвые клетки кожи, а иногда пылевые клещи и грибки. Так что, если что-то смутило, смело выкидывайте. Если подушка прошла визуальный осмотр и тест на запах без нареканий, самое время сложить ее пополам. Можно положить на нее что-то типа книги или даже ненадолго сесть сверху. Если вы встали, а подушка по-прежнему лежит и не двигается, пытаясь вернуть обычную форму, она умерла. Подушку следует срочно заменить, если после сна чувствуется усталость, головная боль, возникают ограничения движений в шейном отделе. Для принятия удобной позиции приходится подкладывать под изделие руки. Это значит, что высота опоры и ее жесткость стали недостаточны. Во время отдыха или после него появляется отечность дыхательных путей, заложенность носа, зуд. Эти признаки могут быть проявлениями аллергии. Не жалейте времени и средств, приобретая новую подушку, ведь следующие 2 года вы проведете на ней почти 6000 часов. И не бойтесь того, что к подушке придется первое время привыкать. Это нормальное явление. Зато потом каждое ваше утро будет наполнено легкостью и отличным настроением. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!